Зашли на сервер, можно начинать. На связи Ваня Рукарт, и это 5-я серия будни разработчика на Black Russia Old. В этой серии вы увидите, как я добавил отзывы, которые буду видеть только я, обновил такие системы, как редактирование аксессуаров в сам магазин аксессуаров, а фракционный автопарк добавил свой камера-эдитор и мелкие обновления систем. Начнем с того, что я хочу показать, как выглядела система редактирования аксов раньше. Можно увидеть, что название аксов стоят не на своем месте. По факту они стояли на своем месте, но, к сожалению, я других скринов не нашел. После замены PNG в текст-дровах, первая версия режима кастомизации выглядела вот так. Да, я кнопку масштаб чуть не там разместил. После второго рестарта кнопка масштаба стоит уже на своем месте, и можете заметить, что все кнопки кликаются, однако можете в обводке заметить текст, который появляется раньше, сейчас в нем нужды нет и его можно удалить. После рестарта текст ненужный был удален успешно, и как видите, я даже настроил себе положение аксессуара. Однако я встретился вскоре с проблемой такой, что кнопки изменения положения акса не работали. Это было связано с тем, что у меня чуть по-другому сделана система кастомизации, и там каждый раз появлялись кнопки, соответствующие режиму изменения позиций. Вот пример того, что в повороте по оси X справа есть правильная кнопка и появляется стрелка влево, хотя ее там быть не должно. После я смог это решить и настроить себе аксессуар, ну или проще говоря, восстановил позиции его. После я решил полностью переделать всю дату аксессуаров, и появилась проблема с названием аксессуара. Как видите, должно быть Skate Print, а там просто буква S. После рестарта я решаю эту проблему путем разделения названия от числовых значений в дате аксессуаров, и это, как видите, помогло. На этом обновление кастомизации аксессуаров подходит к концу. Теперь переходим к обновлению магазина аксессуаров. У самого магазина TD выглядят по виду нормально, но стрелки для листания следующего и предыдущего аксессуара слишком рядом друг от друга. На Black Russia же они далеко друг от друга. На скрине вы можете увидеть, как теперь далеко расставлены стрелки друг от друга. Ну и проверка в магазине аксессуаров. Можете заметить, что все работает. На этом обновление магазина аксессуаров подходит к концу. Теперь переходим к обновлению фракционного автопарка и небольшому перемещению самих фракций. Я тэпаюсь в латкаринское ОПГ, и как видите, меня тэпает на координаты, которые под картой. И также будет ставиться там метка для обычных игроков. Вот тут должен быть вход в лат ОПГ и тут выход. Теперь к автопарку латкаринского ОПГ. Тут должен быть пикап автопарка самого. Теперь я тэпаюсь к арзамасскому ОПГ, и мне не нравится, что здесь вход, а не внутри двора, как на Black Russia. И при заходе в интерьер поворот игрока не очень хороший, как и при выходе из интерьера. В батарейском ОПГ просто нужно поменять метки для спавна ТС. Начну расставлять метки спавна. Проверка арзамасского ОПГ, и вход переместить я забыл, как и скопировать координаты пикапа фракционного автопарка, и буду дальше расставлять метки спавна. Теперь латкаринского ОПГ, и тоже расставляю метки. Переходим к ФСБ. Оно сейчас находится в батарее, а плохого я в этом ничего не вижу, но на Black Russia оно находится в Латкарино, поэтому копирую координаты входа и выхода. И чуть не забыл, что нужно здесь поставить метку для GPS. Где-то здесь находится пикап автопарка на Black Russia, и начинаю расставлять метки спавна АТС. Вот так выглядит весь автопарк в БАТ ОПГ, ЛЫТ ОПГ и ОМВД. Теперь ГИБДД. Сейчас пикап автопарка находится сзади здания, но мне даже самому долго туда бежать, поэтому поставлю его как на Black Russia. И так выглядит автопарк ГИБДД СМИ. Переходим к больнице. Тут пикап автопарка вообще находится в здании, и взять транспорт вообще невозможно. И так выглядит автопарк больницы. Теперь расставляю метки спавна в армии. Теперь расставляю метки в правительстве. Давайте проверю, как работает взятие транспорта в автопарке правительства после обновления. Берем Мазду и выгружаю. Camry, Range Rover, Maybach и Mercedes. Проверка ФСБ. Вход и выход работают. Идем к автопарку и проверяем его.
Теперь у МВД подхожу к пикапу автопарка, спавню ВАЗ Патриот и меня спавнит на нулевых координатах. Это нужно исправлять. Снова беру ВАЗ Патриот и уже спавнит на нормальных координатах спавна транспорта. Ну и продолжаю проверять автопарк у МВД. Теперь к автопарку ГИБДД. Я подхожу на пикап взятия транспорта и выбираю BMW M5 F90 PPS. Как видите, конечно, вот винилов нету, что это PPS или ДПС тачка, но я думаю, в будущем мы это исправим все. Остальные автопарки я не вижу смысла показывать, могу лишь сказать, что все там хорошо было. Однако я решил все же уже переделать по финалке, так сказать, и автопарк ОПГ, потому что почему-то я решил, что нужно в госорганизации добавить полный автопарк из Black Rush, а в ОПГ оставить там, ну сколько было, вот 4 или 5 машин, не помню, а по итогу там стало 7 машин, ну как в принципе на Black Rush. И на этом моменте подходит к концу обновление фракционного автопарка и перемещение некоторых фракций. Теперь переходим к созданию отзывов, которые буду видеть только я. Я добавляю эти отзывы для себя, так как просто вот хочу видеть мнение игроков, то есть нашли они какой-то баг, они могут об этом сообщить. Хотят что-то видеть на проекте, тоже могут сообщить. Если им что-то не нравится, тоже могут сообщить. Я считаю, что это даже неплохая такая система будет. Но, конечно же, лучше сообщать о багах, которые вы находите с предоставлением фрапса на форуме. Но форум пока в разработке, но перед открытием он обязательно появится. Я прописываю команду /report, и это такой раздел «Связь» на Black Rush Old. На Black Rush это жалобы и вопросы, то есть связаться с администрацией или с агентами поддержки. Но я сюда хочу добавить еще третий пункт – отзывы разработчику или что-то такое. Теперь смотрите, я добавил третий пункт – связь с разработчиком, то есть отзыв. И тут такой вот информационный текст был. И в команде report он тоже есть. И давайте напишем текст «тест обновления» и проверим, как работает отправка этих отзывов. Итак, далее ваш отзыв номер 4 отправлен разработчику, а не рукард. Приятной игры. Сейчас я изменил лимит с 50 отзывов до 10, чтобы как раз таки их заполнить и проверить, как работает этот лимит. И остался последний 10-й отзыв. Я также пишу Q. И теперь проверяем, можно ли написать, например, Q. Все, в данный момент достигнут лимит 10 отзывов. Хорошо. И на этом моменте добавление отзывов, которые буду видеть только я, подходит к концу. Теперь переходим к добавлению камера эдитора, который будет собственной моей разработкой, так скажем. Кто не знает, в слитых модах под Black Rush есть такая папка Filter Scripts, и там есть такой файл AMX Camera Editor. Я его, конечно, пробовал подключить, но он не работал, и поэтому я решился все же сделать свой камера эдитор, потому что, ну, мне так будет проще, плюс это моя разработка. Смотрите, сейчас я нахожусь в магазине одежды, где вот вообще нету никаких текстравов. И сейчас я использую просто команды для установления позиции камеры и ротации камеры. И это не сильно удобно, поэтому я тоже по этому поводу хочу сделать камера-эдитор. После добавления прописываю CamEdit 1, это значит, что будет редакция позиций. И сейчас так расставлены кнопки, знаю, буду исправлять. Вот так вот я себе представляю свой камера-эдитор. Слева такой типа джойстика, который будет двигать камеру вперед, назад, влево, вправо, а справа стрелки вверх-вниз, типа поднимать камеру и опускать. Но кнопку повышения высоты камеры я сильно растянул, и ее нужно чуть-чуть сузить. Теперь все нормально выглядит, пытаюсь уже менять позиции камеры, но что-то тут не так, или же можно сказать, что сильно просто большое расстояние меняется, и высота тоже, поэтому нужно чуть-чуть уменьшить изменения. Теперь уже примерно вот мне нравится, как двигается камера-эдитор, то есть по чуть-чуть, и можно нормально себе настраивать и позиции, и ротации, надеюсь. Сейчас я вообще решил добавить такой текстраф информации про позиции и ротации камеры, чтобы сразу получать информацию и в чат не засорялся, и я там не путался. Теперь проверяю ротацию камеры. То, что она вот так вот по сторонам двигается, это называется ротация. И мне кажется, она в принципе нормальная, не понемногу, так сказать, она перемещается и все такое.
Однако в этом Camera Editor есть один из больших минусов, то что координаты чуть-чуть не такие, какие актуальны. То есть, нажал на кнопку, да, они обновились, но есть такая команда, как getCam, и она вот как раз таки четкие позиции пишет, то есть самые нормальные. А тут, может быть, что-то меньше, что-то больше. И это плохо, потому что если в координатах игрока типа то, что идет после точки, например, 5 и 3 нуля, это сильно роли не будет играть в позиции. Потому что, что 4 нуля, что 5 и 3 нуля напишешь, разницы не будет. А тут каждая цифра играет свою роль. Потому что и позиция камеры, и ее ротация будет от этого зависеть. И на этом моменте видео подходит к концу. Ссылки на телеграм-канал проекта и на мой личный телеграм-канал есть в описании под видео. Подписывайтесь. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока.